Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Пришло время поговорить о модификациях для eFootball 2024. Если вы помните, то одну из таких мы уже рассматривали еще летом. Но, скажем так, прогресс в кавычках не стоит на месте, и другие патчмейкеры также представляют свои версии модификации для eFootball. А в частности, небезызвестная команда EvoWeb, которая до недавнего времени выпускала патч для PES 2021. 24-я часть eFootball не стала исключением, и сегодня мы рассмотрим патч именно от этой команды. Почему я рекомендую выбирать именно его, преимущества, минусы, как устанавливать, все это рассмотрим именно в рамках этого ролика. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, комментариями и обязательно подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Точно так же, как и конкурент в лице модификации ePatch 2024, данная модификация добавляет актуальные логотипы и формы для большинства клубов и сборных, и в целом старается привести игру в более такой лицензированный вид, скажем так. Конечно, в этом патче имеются также небольшие дополнения, которые не имеются в том же ePatch, но об этом чуть попозже. Главной отличительной особенностью данного патча можно отметить то, что в целом формы подобраны отличного качества, в то время как у патча некоторые формы выглядят действительно как-то, невразумительно. В патче же от команды EvoWeb каждая из форм подобрана в отличном качестве и неплохо смотрится в игре. Более того, под каждую форму были подобраны правильные воротники и подобраны шрифты для фамилий и номеров сзади. То есть они располагают подходящими цветами и в целом тем самым шрифтом, который и должен быть на этих футболках. Например, на футболке Интер Майами шрифт MLS, а на футболках английской премьер-лиги шрифт английской премьер-лиги. Если не для всех, то для большинства команд также были обновлены их актуальные логотипы. И теперь на карточках футболистов отображаются настоящие логотипы, а не фейковые, как мы все с вами привыкли. То есть логотипы отображаются не только когда вы начинаете матч или выбираете состав в меню выбора состава, но опять же и на карточках футболистов, что на самом деле выглядит очень даже неплохо. Еще бы заменить форму на карточках, чтобы она была настоящей, вообще цены не было. Также, когда вы рассматриваете того или иного футболиста, его скиллы, характеристики, также отображаются реальные логотипы чемпионатов и клубов. Что же касаемо тех самых мелких дополнений, которых я упомянул в начале, то мини-апдейт для этого патча обновляет цветовое оформление табло, то есть не сине-желтое, а сине-белое. Почему до этого не додумались сами Konami, остается большим вопросом. Ну и если верить словам разработчиков, то также они немножко поработали над текстурами газона на некоторых стадионах. Не знаю, я вроде бы ничего такого не приметил, поэтому это все со слов команды EvoWeb. Касаемо установки, то здесь все очень просто. Скачивайте архив по ссылке в описании, и перед вами предстанут две папки: Pack и CPK. И файлы, которые вы найдете в архиве в этих папках, находите аналогичные файлы в папке с игрой, копируйте их, делайте бэкап и только после этого заменяете. На случай, если вам не понравится этот патч, вы захотите его удалить, просто вернете старые файлы на место. И вуаля! Теперь вы знаете, как установить этот патч и как его, по сути, удалить. На самом деле, как консольный игрок, я очень даже завидую ПК-игрокам, которые уже имеют возможность установить на игру реальные логотипы и формы, хотя, казалось бы, это вроде бы мелочь, кому-то вообще на это все равно, но лично для меня это крайне-крайне приятный бонус, и если бы я играл на ПК, она была моей основной платформой, естественно, я бы обязательно накатил этот патч. В целом, патчи от команды EvoWeb мне всегда нравились, даже за основу нашего патча PES мы брали именно их модификацию, поэтому этот патч для eFootball я вам также советую. Ну а если этот ролик показался вам интересным или даже полезным, то не забудьте поддержать его своим большим пальцем вверх, так вы поможете его продвижению. В комментариях также делитесь своим мнением по поводу этой модификации. Предпочитаете ли вы ее или же модификацию ePatch 2024? Подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачной установки и приятной игры. Всем пока!